Труба ПНД 32. Почему она синяя? Потому что морозостойкая. Чуть дальше расскажу. Кто первый раз у нас на канале, сразу подписываемся на наш канал, ставим лайкусики, задавайте вопросы. И на более частые вопросы я снимаю видосы. Вот так вот стихами. Всем привет, вы на канале Своими руками. С вами Макс. Крепление трубы, ошибки. Делают частые ошибки при прокладке трубопровода. Когда, допустим, есть у нас котельная, рядом дом, из котельной нужно проложить провод, там трубы, отопление, и нужно как-то утеплиться. Или же из дома в гараж, или там из кочегарки куда-нибудь в баню. В общем, неважно. Нужно сделать трассу и ее как-то утеплить. Естественно, это никакая не утепленная, не морозостойкая труба, это ПНД, они бывают синие, черные, просто цвет. В общем-то, вы решили сделать воду себе провести, от скважины, скажем, куда-то в дом завести. И нужно как-то грамотно ее завести, сделать, чтобы она не перемерзла. Что же люди делают? Частая ошибка. Вот в разрезе. Берут трубу такую, одевают шубу на нее, закапывают в землю, все, труба утеплена, все хорошо, все прекрасно, но это прекрасно только максимум на один сезон. Хватает вот этой вот штучки на один сезон. Так как грунт давит на наш утеплитель, утеплитель с грунтом справляться не может, и он сжимается. Все. Через сезон он полностью сожмется. В общем, я не такой сильный, я с виду большой. Все, равномерно все сожмется, и у нас получится, вот в районе, где палец сжался, видите, стенка совсем нифига. И утеплителя не будет. То есть останется тут буквально какой-то миллиметрик. И труба перемерзает, прихватывает ее. Это первая ошибка. Вторая ошибка, когда люди делают с таким утеплением и дополнительное утепление, или без этого утепления делают траншею, копают, и в траншее обкладывают трубу минеральной ватой. Минеральная там подразумевается базальтовая, стекловатая, все это. В грунте использовать этот утеплитель вообще нельзя. Ни фундаменты утеплять им нельзя, ни в грунте никакие изделия, ничего. Потому что он мало того, что хорошо паропроницаемый, влагопроницаемый, более того, он еще и влагу удержит. Ну, как губка, напитываться и удерживает. То есть он становится не утеплитель, а наоборот. Бывает, на сезон этого хватает, на первых началах, пока это все уляжется, пока это все там упрессуется, пока это все намокнет. Первый сезон радуется, на второй сезон бах, начал промерзать. Почему с такими глазами бегают, ничего понять не могут. Вроде же было все хорошо. Как же сделать интересно и правильно? Максимально правильно по колхозному варианту. Что делаем? Максимально правильно, конечно, сделать траншею ниже глубины промерзания. Это самый оптимальный вариант. Ниже глубины промерзания закопались, все. Но, к сожалению, не всегда есть возможность у всех так делать. Закапываться на глубину промерзания. Так что же делать? Смотрите, как вариант. К примеру, у нас есть труба ПНД, мы выбрали, чтобы провести воду, 32-я. Сделали ее в шубу такую. Тут шуба на 25-ю трубу, конечно, я натяну. У меня дома то, что нашлось. Она как бы натянута сильно. Вот, подбираем под 32-ю. И нам нужна гильза. Что же под гильзу взять? Люди часто советуют там металлические трубы или что-то там. Конечно, металлическую трубу как гильзу использовать можно. Но в наших условиях сейчас это очень дорого. Тогда лучше уж копать на глубину промерзания получается. Вот, поэтому я вам советую использовать вот такую трубу. Если уж финансов хватает, то использовать рыжую трубу коричневую. Она для улицы, как бы для уличных работ специально. Это для внутренних работ. Пластиковая труба канализационная 50-я. Подбираем под наш трубопровод. У меня как бы плотненько. По идее, плотно так вот не надо делать. Нужно, чтобы было свободно. Я вам просто доношу мысль, вы уже сами там подбирайте какую. Труба у вас может быть ПНД не 32, а меньше. Кто-то использует, допустим, полипропилен. Но сразу скажу, для воды, для подвода воды лучше использовать
ПНД трубу, чем полипропилен. ПНД труба по характеристикам гораздо лучше, эффективнее, чем полипропилен. Полипропилен, чисто если по колхозному сказать, на нашем опыте, у меня даже чисто на моем, он выдержит 1-2 заморозки. Может выдержать, а может не выдержать. Может первую заморозку заморозиться, если вода, он лопнет. Может 2 выдержать. ПНД же труба, как практика показывает, раз 5-7 может замораживаться, размораживаться, с ней ничего нет. Она как полиэтилен, подрастягивается, видимо, все. Ну, то есть она заморозки вот эти более выдержит. Поэтому лучше применять ПНД трубу для таких работ, для уличных. Вот, подбираем трубы, может меньшим диаметром, это потоньше. Или трубу, допустим, пластику будете брать больше. Для такой трассы, в принципе, можно использовать серую. Для домашних, получается, она нужд, пластиковая труба канализационная. Но можно как использовать как гильзу. Да, она сожмется где-то там под грунтом, но она не так критична, то есть она ничего не раздавит, ничего не будет с внутренней трубой. И также сохранится у нас утепление. Бывает, ребята, такая ситуация, что у вас есть котельная. В котельной там у вас скважина, водопровод, все сделано, а ее нужно везти куда-то там в дом там, или до бани куда-то. И также у вас там и отопление хотелось бы. Охота заложить одним разом в одной трассе. Как можно все это сделать? Для этих целей можно использовать трубу, конечно, побольше диаметром, 110 труба, как пример. Получается вот такая конструкция у нас в разрезе. Это у нас подача холодной воды, к примеру, 32 труба в рубашке в своей, в шубе. Дальше у нас, допустим, труба идет подача горячей воды. Дальше идет подача отопления, горячая вода, подача и обратка на отопление. Система отопления, 2 трубы. Ну и холодная, горячая вода. Вот так вот всю можно систему в одну трубу собрать. В каких-то на там деформациях она все равно не даст полностью сжаться нашему утеплителю. И вот эта вся трасса будет работать. Самый примитивный, самый колхозный метод. Если у вас будут трубы тоньше, то можно еще дополнительно в большой утеплитель сделать. Собирать всю эту трассу с утеплением и одевать все эти гильзы, конечно, момент такой маленько трудоемкий, но он стоящий. По крайней мере, вы защищаете от сжимания утеплителя, он так работает. Момент колхозный, самый дешевый. Еще раз повторюсь, трубу желательно брать рыжую, так называемую в народе, она коричневого кирпичного цвета. Ну, как бы уж совсем на безнадеге, то можно и серенькую. Она тоже работает. Она, конечно, сжимается, но не даст совсем убить утеплитель. Ну и, в общем, трассу когда заложили, и еще один момент, что можно сделать для подстраховки. У нас, допустим, представим, здесь траншея идет. В траншею закладываем, там песочком обсыпаем. Желательно все это песочком, чтобы равномерно было у нас давление. Ни камней, ничего там точного давления никакого не было. Соответственно, все равномерненько сделали. И, допустим, уже площадочку над гильзой, над нашей сформировали. Можно взять полоски экструдированного пенопласта, ну даже лучше взять для подстраховки. И сверху проложить, чтобы лучи мороза, которые будут, я так называю лучи, надо мной смеются, там физики-то профессиональные, будут стремиться вниз. И у нас экструдированный пенопласт будет их отсекать. Получается, вот эту зону под собой он будет сохранять. Для пущей подстраховки делают П-образный короб. То есть по краям ставят пенопласт и сверху пенопласт. Пенопласт экструдированный лучше. Ну и момент сборки, ребята, видел, собирали. И чтобы упростить, потому что ситуация, говорю, сборка, такой монтаж не очень быстрый получается. Нужно трубу в утеплитель, потом эти одевать трубы, их стыковать. Они что делали? Чтобы более проще было, они, чтобы упростить себе задачу, вынимали вот эти резиновые уплотнители, санечки, и собирали без них. Ну, вроде бы же как бы она держит как типа в роли гильзы, чтобы от нагрузки, от грунта, грунт не сжимал. И вроде это нафиг не надо, потому что с ними очень сложно собирать. Так вот, если будете делать, лучше запаситесь там, ну, каким-то там жидким мылом. Или специальная смазка, там сантехнический жир. Смазывайте, собирайте, но старайтесь с уплотнительными кольцами с этими. Для чего? Для того, что когда у нас соберется трасса, она будет плотная. И у нее не будет возможности пропускать воду внутрь. То есть, представляете, вот эта вся гильза, у нее тут много пустот. И если будет, не дай бог, какая-то вода где-то собираться в нашей траншеи, и без этих уплотнителей просто будет попадать.
И вот эта вся трасса, она будет вся в воде. Вода вообще при стройке, она везде как бы играет злую шутку. Все, ребята, всем пока, всем удачи. Пишите, задавайте вопросы, ждите новых видосов. Скоро будет видео, как рассчитать, собственно, утеплитель на свой дом. Не обращаться ни в какие компании, не слушать никакие там советы, а взять, сесть и рассчитать именно какой в вашем регионе, именно под ваш дом, из какого материала построен, и именно под тот утеплитель, который вы выбрали, какую толщину, как выбрать утеплитель. Ждите, не пропустите. Ставьте лайкусик. Чем быстрее это видео наберет 100 лайков, тем быстрее выйдет видео, как рассчитать утеплитель для собственного дома. Все, всем пока.